Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Александра Трусова рассказала, чем не будет заниматься ее дочка. Камила Валиева расплакалась на вопрос об Олимпиаде. Что нас ждет на предстоящих этапах Гран-при. Ну а теперь об этом и других новостях. Представляем до 33% скидки по ссылке в описании на натуральные продукты без сахара собственного производства. Вкусно и полезно. Если вы заботитесь о правильном питании, хотите похудеть, но любите сладкое, продукция Иван Поле вкусная и низкокалорийная. Также все продукты проходят проверку на отсутствие ГМО, тяжелых металлов, токсичных элементов и прочих примесей. Иван Поле – это полезные и функциональные продукты питания. В ассортименте магазина продукты без сахара, джемы, конфитюры, сгущенка, соусы, сиропы, пасты и так далее. Коллагены, продукты с протеином, закваски для йогурта, творога и другие кисломолочные продукции, растительные напитки и фруктовые снеки из яблок собственных садов. С Иван Поле в вашем рационе всегда будут продукты высокого качества и по хорошей цене. Переходи по ссылке в описании и получай скидку до 33%. Международный союз конькобежцев выложил списки распределения по этапам Гран-при на сезон 22-23. Для российских болельщиков списки в этом году не представляют такого интереса, как раньше, но взглянуть на них все равно любопытно. Давайте посмотрим, что ожидает болельщиков в новом сезоне и какое фигурное катание нам хочет предложить ИСУ. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, отсутствие главных лидеров прошлого олимпийского цикла во всех видах. Имен, которые делают кассу ИСУ и привлекают большую часть зрителей на трибуны, здесь практически нет. Есть перспективные, подающие надежды ребята и те, кто находится в топе, но в то же время в присутствии лидеров никогда не был фаворитом соревнований. Мировой уровень мужского одиночного катания по-прежнему выглядит самым приемлемым среди всех видов. По крайней мере, здесь пока не чувствуется очевидная деградация. Но даже так списки одиночников все равно выглядят довольно блекло. Ожидаемо отсутствуют олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и Нейтан Чен, которые заранее предупредили болельщиков о своих планах. Ханю объявил о завершении карьеры, а Чен взял паузу, чтобы сконцентрироваться на учебе. Юдзуру Ханю и Нейтан Чен олицетворяли мужское одиночное катание долгие годы. На них равнялись молодые фигуристы, за их выступлениями следил весь мир. Ханю и вовсе одним своим присутствием на льду мог собирать целые стадионы. Трудно себе представить дальнейшие соревнования без их участия. Как ни крути, а отсутствие двух королей мужского одиночного катания – это серьезная потеря не только для ИСУ, но и для спорта в целом. Многим болельщикам, особенно Ханю, потребуется время, чтобы впустить в свое сердце еще кого-то, за кем им будет интересно следить и на кого они захотят купить билеты. Помимо отсутствия Нейтана Чена и Юдзуру Ханю, в списках также нет Джейсона Брауна и Винсента Джоу. Браун, поставивший Даниэлю Грасселю короткую программу, вероятно, тоже планирует полностью пропустить сезон или даже завершить спортивную карьеру. Из лидеров мужской сборной США остался лишь подающий надежды Илья Малинин, от которого все в новом сезоне будут ждать приземления четверного акселя на соревнованиях. Парень, конечно, выглядит перспективно, его прыжковая техника впечатляет. Хочется верить, что он еще впишет свое имя в историю. Но надо признать, что на сегодняшний день Илья фигурист ноунейм для большинства любителей фигурного катания. Ему еще только предстоит проявить себя на международной арене, завоевать любовь зрителей, доказать свое право на лидерство. А для этого много факторов должно сложиться вместе. Спасать мужскую одиночку и поддерживать уровень зрительского интереса предстоит японцам. В первую очередь это, конечно же, серебряный призер Олимпиады в Пекине Юма Кагияма и свежеиспеченный чемпион мира Шома Уна. У Юмы есть все шансы захватить лидерство среди мужчин. Он стабилен, у него серьезный прыжковый набор, мягкое катание и, что немаловажно, он очень юн, ему всего 19 лет. Шоме Уна в силу возраста будет несколько труднее. Однако под руководством Стефана Ламбьеля он продолжает расцветать и наверняка еще не раз удивит. Возможно, в следующем сезоне также удастся проявить себя молодым Као Миура и Шун Сато. У них серьезный прыжковый набор. Нужно больше стабильности и уверенности в себе. Интересно также будет взглянуть на Даниэля Грасселя, Матео Риццо, Кевина Эймоза, Дениса Васильевса. Многие российские болельщики наверняка с удовольствием болеют за Мориса Квиталашвили. А вообще, глядя на этот список, нельзя не отметить, что наши парни-лидеры здесь точно бы не затерялись и могли бы бороться за победу наравне со всеми. Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мазалев и Евгений Семененко точно бы украсили своим участием любой этап. У девушек все, конечно, очень печально, особенно если оценивать с точки зрения насыщенности программ, стабильности и технической сложности. Радует присутствие Рики Кихиры, пропустившей весь прошлый сезон,
но трудно сказать, какой уровень катания фигуристка сможет показать на этапах Гран-при. Особенно расстроил тот факт, что, по словам фигуристки, она до сих пор полностью не избавилась от боли в лодыжке, так что возвращение на прежний уровень вряд ли будет простым. После серьезной травмы на лед попробует вернуться и американка Брэди Теннелл, а вот ее коллеги по сборной Мэрайа Белл и Карен Чен почему-то на этапы не заявлены, хотя Мэрайа в отсутствие россиянок планировала еще покататься. Лидером женской одиночки без наших лучших фигуристок, по всей видимости, продолжит оставаться Каори Сакамото. Трудно представить, кто сможет навязать ей борьбу среди заявленных участниц, если японка не будет допускать грубых ошибок. Что касается элементов ультраси, есть ощущение, что фигуристки предпочтут не рисковать, выбрав тактику. Лучше проще, да чище. Разве что тройной аксель можно ожидать от Йен Ю и Рики Кихиры. Но здесь очень многое зависит от состояния здоровья. Гипотетически, тройной аксель могут еще показать Эмбер Глен, Вакаба Хигучи и Мана Каваба. Из-за боли Вита из США будет дебютировать на взрослом уровне и может составить серьезную конкуренцию другим участницам. На юниорских стартах она смотрелась весьма неплохо и перспективно. Чувствовалась русская школа фигурного катания, ее тренеры Евгений Платов и Юлия Кузнецова. Фигуристка пробовала изучать четверной тулуп, но на соревнованиях в прошлом году была лишь одна попытка на местечковом турнире. Прыжок получился пониженным. От остальных фигуристок чудес ждать не приходится. И если у мужчин планка явно не опустится ниже привычного уровня, без 4-5 четвертных прыжков в произвольной программе сложно будет рассчитывать на победу, то у женщин картина будет совсем иной. И это печально. В парах без россиян и олимпийских чемпионов Суйхань ситуация еще плачевнее, чем в женской одиночке. Чемпионы мира 2022 года Алекса Книрми и Брэндон Фрейзер, показавшие во Франции лучшие прокаты в карьере, вряд ли смогут демонстрировать стабильность на будущих стартах. Остаются еще китайская пара Чэнг Пен и Ян Цзинь, японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, и наши ребята под флагом Грузии Карина Сафина, Лука Берлуава. Но о каком-то расцвете парного катания говорить явно не приходится. В танцах, стоит признать, тоже пока не видно, кто бы мог заменить Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Среди участников серии Гран-при нет ни одного танцевального дуэта, кто мог бы хотя бы приблизиться к уровню французов. Виктории Синицыной и Никиты Коцалапова здесь тоже явно не хватает. По всей видимости, лидерство в танцах захватит Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а навязать борьбу им постараются итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, и канадцы Пайпер Гиллис и Поль Пуарье. Оценивать их, скорее всего, будут заметно лучше, чем раньше, чтобы ситуация не выглядела слишком патовой. Верную ли дорогу выбрал Ису? Или он действительно не понимает, к чему все идет? Мало того, что после Олимпиады в принципе многие лидеры уходят, так еще и недопуск россиян не идет на пользу мирового фигурного катания. Хотя самому ИСУ и отдельным фигуристам может сейчас казаться, что теперь они заживут как надо и покажут всем настоящее фигурное катание. Хочется теперь увидеть такие же списки от нашей федерации, кого и на каких этапах ждать наших лидеров. Хотелось бы знать составы заблаговременно, а не в последний день, как у нас частенько это бывает. Серебряный призер Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова ответила на вопросы на фестивале ВК Фест. Если у меня родится дочка, она скорее всего не будет фигуристкой. Буду ли заводить еще собак? Ланочка родила 4 щенят, у меня сейчас 6, пока тяжело. Они все разные, развожу их по разным комнатам. Любимый фильм «Круэлла», смотрела 4 раза. Любимая книга «Убийство в Восточном экспрессе». Любимое блюдо – пельмени. Еще люблю сырники, особенно мамины. И десерт панна-котта, сказала Трусова. Александра Трусова также рассказала, что ей уже поставили короткую и произвольную программы для следующего сезона. Подробнее о том, какие это программы, фигуристка рассказывать не стала. Программы на новый сезон уже поставлены, я их накатываю. Название никогда не озвучиваю заранее, сказала Трусова. Также Саша ответил на некоторые вопросы о фигурном катании. Было ли у меня желание уйти из спорта? Все знают ответ на этот вопрос. На Олимпиаде была минутная слабость, а так, чтобы серьезно обдумывать, никогда. Я сейчас готовлюсь к сезону, живу настоящим. Недавно у нас закончился сбор в Новогорске. Мои кумиры в фигурном катании это Нэтан Чен, Юдзуру Ханю, Алена Савченко, Женя Медведева. Всегда ими восхищалась. Я всегда знала, что добьюсь своей цели, исполню 5 четверных. О том, чтобы побить собственный рекорд, пока не думаю. Дома братья иногда прикалываются и начинают называть меня так, как обычно объявляют – «Русская ракета». Я знаю, что не первый ношу это прозвище в российском спорте. Первым был Павел Буре. Достойная преемственность. Перед олимпийским сезоном я готовилась к прокатам с конца мая. Уже тогда пробовала все прыжки. На самой Олимпиаде я волновалась меньше всего. Всю жизнь я говорила себе, что переживать не надо. И когда вышла на лед, вообще не было нервов. И это удивительно.
Я получила огромное удовольствие от прокатов, рассказала Трусова. Александре Степановой сделали предложение после ледового шоу Ильи Авербуха в Сочи. К фигуристке подошел ее молодой человек и подарил букет цветов. После этого он протянул обручальное кольцо, встав на колено. Степанова пятикратный призер чемпионата Европы в танцах на льду. Она выступает в дуэте с Иваном Букиным. Камила Валиева расплакалась во время ответа на вопрос об Олимпиаде. Там даже, плакала каждый день, потому что видела очень много